О, вы уже здесь? Всем привет из Красноярска, города, в котором зародился очень крутой кинофестиваль «Герой». Сразу отвечу на главный вопрос. Да, в этом году он проходит в онлайн-формате. И в этом есть огромный плюс. Кроме нас с вами фестивальные фильмы увидят тысячи, нет, миллионы людей во всем мире. И поверьте, там есть на что посмотреть. Только в рамках фестиваля мировые и российские премьеры. Ленты, которые заставляют думать, чувствовать, сопереживать. Новое детское кино, какого вы еще не видели. Просто мне очень хотелось сказать это перед большим экраном. Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» объявляется открытым. Это будет легендарно. Вперед! Сибирь. Душа и сила России. А это в самом ее центре Красноярский край, который протянулся почти на 3000 километров с севера на юг от берегов Ледовитого океана до хребтов Западного и Восточного Саянов. Это территория суровых зим и короткого жаркого лета. Здесь простирается бескрайняя сибирская тайга и протекает могучий Енисей, одна из самых полноводных и протяженных рек России и мира, которая делит территорию страны на две равные части. Именно здесь, в Красноярском крае, находится географический центр России. И на всей этой территории живут люди с горячим сердцем и открытой душой. А какие у нас города? Например, Минусинск, где растут необыкновенно вкусные и большие помидоры. Или Канск, где прямо в городе почти на 150 гектаров раскинулся сосновый бор. Как не отметить Дивногорск, город с очень инстаграмной набережной. И, наконец, Красноярск, столица края. Миллионный город, просторно раскинувшийся на десятки километров по обоим берегам Енисея, с уютным историческим центром и современной архитектурой, со всех сторон надежно окруженный горами, среди которых расположились причудливые скалы-столбы, давно ставшие визитной карточкой мегаполиса. Этот природный феномен очарованные туристы называют не иначе, как «восьмое чудо света». И именно здесь зародился наш фестиваль, вдохновленный юными героями, которые совершают подвиг каждый день. Согласитесь, сразу захотелось в прекрасную Сибирь. Так вот, чтобы не потеряться, показываю. Красноярск находится где-то здесь, а фестиваль «Герой», он повсюду. И в этом замечательном кинозале Синема Парка, и на ваших домашних экранах. Вы же оценили, какой Тивизавр шикарный кинотеатр. Вам тут и фильмы, и сериалы, и фестивали вот проводятся. В общем, собрали настоящее комбо. Итак, 15 секунд официоза. Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» пройдет с 19 по 23 ноября. Оффлайн в 4 городах края – Красноярске, Дивногорске, Канске и Минусинске. А онлайн здесь. Давайте пошумим в честь открытия! Боу! А теперь предлагаю оценить состав жюри. Владимир Грамматиков, Россия. Кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер. Креативный продюсер компании Disney в России. Президент фестиваля «Герой». Владимир Олейников, Россия. Писатель, кинорежиссер, кинодраматург, продюсер, председатель жюри фестиваля. Маргарет Альберс, Германия. Президент Европейской ассоциации детского кино. Кристиан Дюкьер, Дания. Кинорежиссер и сценарист. Анджела Брауа, Швеция. Режиссер, продюсер, художник. Александр Кузнецов, Россия. Режиссер документального кино. Георгий Молодцов, Россия. Режиссер, продюсер, эксперт в области VR-контента. Денис Чернов, Россия. Главный режиссер проекта «Смешарики». Татьяна Белова, Россия. Креативный продюсер группы компании «Рики», редактор и сценарист анимационного сериала «Смешарики».
Алишер Хамидхаджаев, узбекский и российский кинооператор. Максим Мусин, Россия, режиссер, продюсер, преподаватель, автор книги «Мобильное кино. 100 шагов к созданию фильма», организатор фестиваля Mobile Filmmakers International Festival. Теперь вы, зрители. От вас сейчас зависит очень многое. Во-первых, расслабьтесь. Во-вторых, устройтесь поудобнее, заварите покрепче чай и вжух! Вы активный участник фестиваля. Помните, что только вы решаете, кто победит в одной из самых престижных номинаций на приз ваших драгоценных симпатий. Смотрите конкурсные работы здесь, на ТВ-Завр, или офлайн в кинотеатре «Синема Парк», галерея «Енисей» города Красноярска. И голосуйте за своих любимчиков на официальном сайте фестиваля геройфильм.ру. Итоги будут подведены 23 ноября на церемонии закрытия. Ну а пока продолжаем открываться. Пробежимся по фактам. Итак, к расписанию. С 19 по 23 ноября конкурсные показы мировые и российские премьеры в онлайн-кинотеатре ТВ-Завр. Конкурсные показы мировые и российские премьеры, куда же без них, в не-онлайн-кинотеатре «Синема Парк», галерея «Енисей». Творческие встречи, мастер-классы, круглые столы и огромное множество специальных мероприятий можно будет увидеть на официальном YouTube-канале «Енисей кино» в прямом эфире и в записи. А отдельным пунктом фестиваля станет специальная, по-настоящему героическая кинопрограмма, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробное расписание найдете на сайте геройфильм.ру. Кстати, наши самые лучшие операторы днями и ночами будут снимать и монтировать дневники фестиваля, чтобы вы погрузились в атмосферу праздника. Готовиться. А посмотреть это великолепие вы сможете на портале «Культура-24» и официальном YouTube-канале «Енисей кино». А сейчас давайте я немного помолчу, и мы все послушаем министра культуры Красноярского края. Дорогие друзья, уже через несколько дней нас ждет одно из главных событий в киножизни Красноярского края – Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». Наш регион уже много лет является точкой притяжения деятелей культуры, и особенно уверенно Красноярский край развивается в сфере кино. Грантовая программа «Документальное кино Красноярья», которая действует с 2014 года, и за время ее существования было снято 23 документальных фильма. Благодаря поддержке Фонда кино с 2016 года в крае было открыто 14 современных цифровых кинозалов. А в 2018 году кинофестиваль «Герой» прошел впервые в Красноярске в статусе всероссийского. К этому году он стал единственным международным кинофестивалем для детей и юношества от Восточной Сибири до Сахалина. Аналогов данному фестивалю в России нет. Фестиваль задуман организаторами как площадка для размышлений и дискуссий на одну из важных тем воспитания подрастающего поколения, тему нравственных ориентиров, поиска образа героя нашего времени. Желаю фестивалю «Герой» продолжать открывать новые имена и дарить нам, зрителям, интересные кинопрограммы и незабываемые впечатления. Ну а всем участникам удачи! Мало кто знает, но кинематограф в Красноярском крае появился еще до братьев Люмьер. Нет? Ладно, если вам не нравится моя легенда, то давайте послушаем настоящих экспертов. Дорогие друзья, коллеги, организаторы фестиваля сделали просто героическую работу, потому что в таких трудных условиях они все-таки проводят фестиваль. Я очень сожалею, что не смог добраться до нашего международного фестиваля для детей и юношества «Герой», но я душой и мыслями с вами, потому что в этом году он фантастически расцвел. Вот, у нас 14 стран, 75 конкурсных работ и чрезвычайно интересный уровень работ. Поэтому я думаю, что просмотры будут интенсивные. Не ленитесь, ходите в кино, смотрите, обсуждайте. И все вместе мы решим, кто же все-таки лучше, кто же все-таки сегодня герой. Но то, что организаторы герои, это я говорю точно. Низкий поклон им и благодарность. До встречи. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на съемочной площадке
фильма «Только Лока», над которым я сейчас работаю. Я приветствую вас, приветствую всех, кто смотрит, кто сможет прийти на первый международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Герой». По-моему, это совершенно замечательная история. Замечательно, что это происходит в Красноярске, на сибирской земле. Замечательно, что со всего мира привезут сюда фильмы, предназначенные для детей, потому что они очень нужны детям. И я уверен, что вы не разочаруетесь, вас ждет интереснейшая и разнообразнейшая программа. Итак, с началом первого международного фестиваля детских и юношеских фильмов «Герой» в Красноярске. Hello everybody. Greetings from Leverkusen in Germany to Krasnoyarsk in Siberia. My name is Margaret Albers and I'm the president of the European Children's Film Association, ECFA. I would have loved to be there together with you in Krasnoyarsk right now, but unfortunately that is not possible. Anyway, I will be part of the festival in an online way because I'm a member of the jury and I'm very much looking forward to see all the films and to discuss them with my fellow jury colleagues. To all of you who have the privilege to be live in Krasnoyarsk and in the cinemas, enjoy the films from all over the world, get inspired, discuss and figure out what it means to be a hero. Take care and enjoy. Bye-bye. Hello, greetings from Copenhagen in Denmark. My name is Christian. I'm a movie director and a member of the film jury. I'm sorry that I won't be able to join the festival this year, but I'm still looking very much forward to watch all the fantastic movies from all over the world. I wish you all a fantastic festival, and I hope to join you and the festival and Krasnoyarsk another time. Bye-bye. Жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Но это не наш случай. В коробке фестиваля «Герой» все конфеты вкусные, и гости хорошие, и фильмы интересные. Кстати, о фильмах конкурсной программы. Их только, представьте, 75, а прибыли они из 14 стран мира. И вот в них мы, вы и наши многоуважаемые члены жюри будем искать нового героя. Героя, который не только вдохновляет на смелые поступки и великие дела, но и совершает маленький подвиг каждый день. Итак, у нас несколько номинаций, поэтому давайте пойдем по порядку. И первая из них – полнометражный игровой фильм.
Не ждали? А я все еще здесь. И у нас на очереди первая анимационная номинация. А кто может представить ее лучше, чем авторы всемирно известного проекта «Смешарики»? Привет! Привет, Красноярский край, сердце Сибири. Мы ведущий режиссер «Смешариков» Денис Чернов. И сценарист таких проектов, как «Смешарики», «Финик», «Царевны», «Белова Татьяна». Сегодня открываем фестиваль «Герой». В этом году на фестивале большая и интересная анимационная программа, в которой есть фильмы из разных стран мира и которые вы нигде никогда больше не увидите. Вся программа фестиваля в этом году серьезная и увлекательная. Советуем ее посмотреть всей семьей. Наслаждайтесь, высказывайте ваше мнение. И голосуйте за лучший фильм. А мы пока заняты жюрием. Ну, если можно так сказать. То есть мы выполняем функции жюри на этом фестивале. До встречи! Увидимся на фестивале! Всего хорошего! Часики тикают, времени мало. Давайте короче.
А следующую номинацию представляет мастер документального кино Елена Алферова. Здравствуйте! Горячо приветствую всех участников и зрителей Международного кинофестиваля фильмов для детей и юношества «Герой». В этом году документальная программа насчитывает 15 фильмов, и они все потрясающие, удивительные, разнообразные. Всех приглашаю на просмотры. Будет здорово, интересно. Мы очень старались и желаю хорошего фестиваля. Кстати, кино бывает мобильным. Представляем вам самую трогательную номинацию нашего фестиваля, в которой участвуют только дети. На белый свет родиться, и чтобы мы на белый свет родиться. Пластиковая бутылка, автобусные билетики, фантик, бутылка из-под сока. Лодку, потому что лодка очень красивая, и в магазине помогаю ей. Ой, по-моему, похож на апельсинку. Я апельсин. Ты завязаны. Где же они? Вот. Я маме на работе помогала, а сейчас домой иду. Весточка для родных и привет из дома. Поднимаясь в атаку, солдат Над рекою
тоже все, любил ссориться со своей девчонкой. Ну-ка, женился на ней. Ой, еле-еле связь нашла. Окей. С фильмами разобрались, а теперь о погоде. На крышу нашего фестиваля упала маленькая, но очень яркая звездочка. Всем привет! Мы так долго ждали этого замечательного события. Я очень рада наконец сказать. Поздравляю со стартом! Смотрим вместе, обсуждаем конкурсные фильмы и голосуем за приз зрительских симпатий. До встречи на фестивале! И на этой веселой ноте церемония открытия Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» подходит к концу. Но мы же все прекрасно понимаем, что на самом деле это только начало. Прямо сейчас переходите на главную страницу нашего фестиваля здесь, на ТВ-Завре, или приходите сюда, в шикарный кинотеатр «Синема Парк». И самое главное, наслаждайтесь просмотром. Оставайтесь с нами ближайшие 4 дня, голосуйте за понравившийся вам фильм и не забывайте, что победители будут объявлены 23 ноября в рамках церемонии закрытия. Желаю вам приятного просмотра, ярких впечатлений и активного голосования. Увидимся на фестивале.